Здравствуйте, друзья! В эфире «Геоэнергетика Инфо». С вами Радайкин Максим. И я, Борис Марцинкевич. Всем добрый день. Судостроительный комплекс «Звезда» сдал первый отечественный СПГ-танкер ледового класса АРК-7. Алексей Косыгин. Борис Леонидович, пожалуйста, прокомментируйте. А вот СПГ-танкер, класс АРК-7, это разве не аналог того, что мы вот до недавнего времени не могли сами строить и заказывали в Южной Корее? До этого все контракты шли через Samsung Heavy Industries. Что такое танкер-газовоз? Танкер, который должен в своих емкостях, в танках перевозить СПГ в сжиженном виде. И, разумеется, борьба за минимальное исчезновение СПГ, чтобы он не испарялся. То есть нужно жестко держать вот такой термос создать. Давайте по порядку, как все это выглядело изначально, до чего добрались на день сегодняшний. Изначально поступали до предела просто, и мы такие газовозы видим, шарообразные танки, часть которых торчит над палубой, может быть, оператор нам подберет, покажет. Это алюминий. Здесь все до предела просто, толщина стенки 70 сантиметров, такая форма оптимальна для того, чтобы снизить испарение до 0,5% в сутки. И считалось, что это достаточно неплохо, пока, собственно говоря, те, кого мы часто ругаем, экономисты, не стали смотреть, что, собственно говоря, возят. Во-первых, шар. Несколько шаров внутри трюма. Да, они состыкованы друг с другом, там совсем небольшое расстояние, но внизу огромные пустоты, которые, собственно говоря, и переводятся по морям и океанам, что не очень удобно. Во-вторых, алюминий, конечно, металл достаточно легкий, но при таких размерах возим алюминий и воздух. Это никому не понравилось из экономистов. И тогда, собственно говоря, настал час компании GTT, Gas Transport Technologies. Это две компании французские, которые объединили усилия, стали совместным предприятием, и появились так называемые МАРК. Не знаю, откуда это название. Первое, второе, третье поколение, до которого добрались. Здесь был совершенно иной подход. С одной стороны, может быть, в экономике выиграли, потому что перестали возить лишний вес и перестали возить пустоту. Это танки, которые выполнены по форме корпуса судна. Если совсем грубо, такой классический Марк-3, это январный сплав. Звучит красиво, на самом деле все, что там такого выдающегося, это содержание никеля более 17%. Он замечательно держит такую температуру. Непростая мембрана, но тем не менее вот теплоизоляцию обеспечивает. Толщина на Марк-3 система НО-96 0,7 мм. То есть она совершенно крошечная. Разумеется, возникает проблема, конечно, температуру ты удержишь, но как ты будешь форму держать, где ребро жесткости взять? Появилась следующая разработка, так скажем, высокотехнологичная фанера. Звучит крайне необычно, но действительно очень высокотехнологичное изделие, которое, с одной стороны, должно удержать температуру в минус 162 градуса, а во-вторых, быть устойчивой к ударам о борт, ко всем колебаниям и так далее. Предприятия, которые способны выпускать такую фанеру, 3 штуки на планете, третья компания Свеза. Было освоено, и все лицензии получены, и мало того, несмотря на разрывы там всех отношений, какие только могут быть, Свеза совершенно спокойно продолжает это делать, участвует в выставках морской техники, потому что действительно вещи совершенно уникальны. Для того, чтобы удовлетворять всем требованиям по технике безопасности, за этой фанерой еще одна январная мембрана, точно такой же толщиной, и для того, чтобы увеличить прочность, еще один слой вот такой фанеры, которая, собственно говоря, и соприкасается с бортом. Вот такое изделие. Отличительная особенность, если шары алюминиевые можно изготавливать где угодно, потом в готовом виде привезти и просто опустить в трюм,
то здесь танки выращиваются вместе с корпусом судна. Они не перевозятся, поскольку вот такая конструкция достаточно замысловатая. Это что касается мембранных технологий. Такой сплав для России нет ничего сложного, если не считать того, что ширина рулона, из которого должна раскатываться вот такая мембранка, 5,5 метров. У нас просто не было прокатных станов. Сейчас в кратком сообщении о том, что танкер-газовоз нашего отечественного производства принят в эксплуатацию, подробностей нет. GTT, узнав о том, что судостроительный комплекс «Звезда» строится, их пригласили для сотрудничества, они в течение года отслеживали, как выполняют эту работу наши корабелы, убедились, что все в полном порядке, выдали лицензию. Все хорошо, можете продолжать. Ну, после 22 года они, разумеется, ушли, отозвав все лицензии. Сообщение короткое. То ли мы это сами вырастили, то ли это какие-то остатки были, то ли, наконец, настал тот момент, когда на все эти авторские права и прочее всем этим государствам, которые считают, что надо стратегически побеждать Россию на поле боя, показали известную фигуру из 3 пальцев и, наконец, начали делать сами. Свеза в полном порядке, январные сплавы делать умеем. Ну, будем надеяться, что вообще все в порядке. Тем более, что из последних, так сказать, технических новостей новая доработка Марк 3, вот этих криогенных емкостей, технология NO96GW. Тут совсем сложно, но еще меньше стало испарение. Если без вот этих букв GW было 0,15% в сутки от объема. То есть, с одной стороны, как бы совсем немного, но с другой стороны, если, допустим, брать рейсы из Северной Америки в Европу, это 2 недели, то есть на 14 умножаем, все-таки испарение есть. И оно, с одной стороны, неприятно, поскольку деньги теряются. Потом, опять же, Грета Тунберг и прочие должны рассказать о том, как в связи с этим потеплела вся планета. Ну, тут ничего не сделаешь. Но это только вот эта часть. Напомню, что изначально финансирование судостроительного комплекса «Звезда» – это компания «Роснефтегаз». Они редко слышат, она небольшая, 14 человек списочный состав персонала, но именно туда стекались все дивиденды «Газпрома», «Роснефти», «Газпромнефти» и так далее, и так далее. При этом кураторство поручено компании «Роснефть». Я затрудняюсь сказать, какая логика здесь была использована. То есть нефтяники начали строить суда. Разумеется, действовали они в строгом соответствии с тем, что написано в умных учебниках. Берем наилучшие технологии и начинаем их использовать. Чисто наша придумка – это использование айзиподов, они же рулевые колонки, для того, чтобы получить вот тот самый усиленный ледовый класс АРК-7. Айзипод позволяет разворачиваться судну практически на месте. Это 2 колонки с собственными винтами. Соответственно, они поворачиваются. Судно может идти боком, может идти как угодно. Что такое танкер Ямал-Макс? По чистой воде он идет носом вперед с хорошей скоростью, все в полном порядке. Если добирается до ледовых полей, то за счет айзиподов разворачивается на 180 градусов, а корма выполнена как нос ледокола. 2-метровые льды, да, не торосы, да, ледовые поля, но с учетом того, что изначально это разрабатывалось для проекта Ямал-СПГ, и тогда планировалось, поскольку там участие французов имелось, что все это будет поставляться в Европу, то интересовала западная половинка Северного морского пути, и этого было более чем достаточно для того, чтобы в течение круглого года, невзирая ни на какие морозы, совершенно спокойно поставлять СПГ европейским потребителям. На мой взгляд, идея действительно хороша. Технологий многих не хватало. Роснефть действовала так, как предписано. Какие криогенные емкости самые лучшие? GTT французы. Здравствуйте, французы. Мы хотим с вами работать.
Что дальше потребовалось? Вот эти айзиподы. Это не как у руля повернул колесо и все в порядке. Двигатель находится внутри рулевой колонки. Мощность ему требовалась 16 мегаватт. У нас рулевые колонки вот такие строить умели, но до 8 мегаватт. Решение Роснефти о создании совместного предприятия «Сапфир» с компанией General Electric. Там же, в Большом Камне. Благо, производственные помещения имелись, привели в полный порядок, открыли. Еще одно требование, на мой взгляд, совершенно избыточное, что требуются двухтопливные двигатели. Вот тот самый отпарной газ должен быть использован в качестве моторного топлива. Лучше всех на планете это делает финская компания Wärtsilä. У них переход с дизельного топлива на газ занимает не более 90 секунд. Фантастические вещи. Они и делали. Зачем нам это потребовалось, мне сказать сложно. Если хочется бороться за экологию вот таким способом, ну, сделайте метанольный двигатель. Ни о чем не думайте. Температура замерзания метанола минус 90 градусов, совершенно спокойно себя чувствует. Но, тем не менее, вот такое решение было. Строились эти суда в тесной кооперации с Samsung. Причина тоже понятна. У Samsung огромный опыт. То, что здесь в наших Yamal-Max, это отдельная строка в международной классификации, но введение есть, корабелы Южной Кореи совершенно спокойно справлялись. Они понимали, что это не конкурента, они выращивают. Суда, танкеры-газовозы усиленного ледового класса нужны только России. Больше на таких высоких широтах, как в России, СПГ-заводы никто не строит. При этом вот все эти нововведения, модернизация дополнительная повышают стоимость танкера в 2 раза. То есть, если обычный танкер-газовоз вот такого же класса на 170 тысяч кубометров, здесь тоже, я не знаю, откуда взялось число, но это такая рабочая лошадка СПГ-индустрии, 170 тысяч кубометров, это 100 тысяч тонн СПГ, после регазификации 138 миллионов кубометров газа. Я думаю, что из-за круглого числа 100 тысяч тонн вот решили, что оно будет вот так. Ну, вот такая стоимость. Но при этом танкеры не выйдут, не должны были выходить в общее использование, вот будут они работать в Арктике. Ну, кому какое дело. Samsung не отказался, заказ хороший, осваивали технологию поэтапно. Наши корабелы проходили стажировки, практики в Южной Корее, начинали вообще с крупноблочной сборки, то есть треть судна сделали в Корее, перевезли в Большой Камень, ну и так далее. Но шаг за шагом шло освоение, пока не уперлись в тот самый 22 год. Ушли General Electric вместе со своими айзиподами. Я не знаю, как удобнее. Для меня это все-таки рулевые колонки. Так как-то привычнее. В Санкт-Петербурге компания, ну, наверное, сейчас не принято называть, у нас же времена-то непростые, делала 8-мегаваттные рулевые колонки. Судя по всему, она же и стала делать 16-мегаваттные. Что с двигателями для этого судна, ну, сказать сложно. В силу того, что происходит вокруг России, разумеется, такая информация в открытых источниках, если появится, то не очень скоро. Либо мы сами что-то делаем, либо у Wärtsilä был закуплен какой-то запас, либо что-то еще, но я надеюсь, что в ближайшее время станет очевидно. Если Алексей Косыгин не будет единственным экземпляром, он опытно-демонстрационный, так скажем, если пойдут дальше в серию, значит, мы это освоили. Вот единственное, что можно сказать. На мой взгляд, это достаточно большое событие, серьезное. У нас возможности строить СПГ-заводы более чем достаточно. Я на всякий случай напомню, что у Новатэка есть 4 собственных патента. Крупнотоннажное сжижение исключительно для Арктики, крупнотоннажное сжижение для любого широтного пояса, так скажем, и 2 среднетоннажное. Напомню, крупнотоннажное сжижение, если технологическая линия выдает 1 миллион тонн СПГ в год и больше. До миллиона среднетоннажное, менее 150 тысяч малотоннажное. Малотоннажное. Среднетоннажными у нас считаются Криогаз Высоцк и компрессорная станция Портовая в Балтийском море.
Помимо «Новатэка» есть патент на собственное крупнотоннажное сжижение у «Газпрома». И патент есть у «Роснефти» на среднетоннажное сжижение. В железе не реализовано ничего, кроме арктического каскада, который сейчас довели до состояния арктического каскада усовершенствованного. Там убрали одну лишнюю ступень, когда окончательно убедились, что охлаждать в Арктике значительно проще, чем в Катаре. Не просто так на Ямал-Макс, на арктический каскад приезжали любоваться люди из Катара, из Саудовской Аравии, из Объединенных Арабских Эмиратов, кто только не приезжал. Ну, такой простой вопрос, чтобы не усложнять. Вот газ. Вокруг нас, вот где бы мы ни находились, есть воздух. Задача, как его сделать жидким. Ну, опять же, логика подсказывает. Сначала увеличить давление, то есть снизить объем, потом вот этот объем охлаждать. Удалось охладить, еще раз поднять давление, чтобы объем стал еще меньше, еще раз охладить. Так поэтапно и происходит. Но если в Катаре газ имеет температуру порядка 40 градусов, то на славном полуострове Ямал средняя температура июля и августа, самых жарких месяцев, плюс 8 градусов, зимой немножко меньше. Охлаждение стоит денег. Это и давление, и хладагенты, и циркуляционные насосы, и прочее, прочее. То есть, из чего делать конфетку, в Арктике очень хорошо знают. Катарцы могут только завидовать, что если им требуется целая ступень, то нам требуется, ну, грубо говоря, открыть форточку. Когда катарцы пытались придумать, а почему это плохо, ну, а летом же жара. Им сообщили, что соленая вода замерзает при минус 4 градусов, соответственно, вместо воздуха используется забортная вода. Тоже все в порядке. Но это исключительно для Арктики. Почему? Мне кажется, что это было бы полезно той же Роснефти. Самый крупный новый проект нефтяного месторождения «Восток Ойл». Там целая масса месторождений. И традиционная проблема везения Роснефти. Геофизики строгим голосом докладывают: под землей углеводороды. Вопрос: Роснефти жидкие, газообразные? Какие? Углеводороды, бури. В общей сложности сейчас на всех лицензионных участках, входящих в проект «Восток Ойл», объем чисто газовых месторождений, не попутно нефтяной газ, а именно чистый газ, более триллиона кубометров. Либо строить один огромный завод масштаба Ямал-СПГ, но тогда тянуть трубопроводы по Таймыру — это не самое дешевое удовольствие, не самое приятное удовольствие, да и тундра не любит, когда его так перенагружают, либо поближе к месторождениям среднетоннажные. Будем надеяться, что рано или поздно в Роснефти до этого руки тоже дойдут. Им сейчас не просто «Восток Ойл» требует огромного финансирования, иностранные партнеры ушли. Многоуважаемый Центробанк делает все, чтобы облегчить работу Роснефти. Роснефть вынуждена выпускать облигации в юанях и так далее. То есть все в борьбе. Но технологии есть. Так что, с одной стороны, да, здорово, что Косыгин принят в эксплуатацию. Напомню, что в конце прошлого года у него начались ходовые испытания, о чем было громко заявлено, а вот результаты ходовых испытаний мы не услышали ни слова. В течение года тишины, и вот сообщение. Все. Танкер пошел. Если все происходит так, как должно происходить, то есть мы сами освоили и криогенные емкости, и двухтопливные двигатели, и те самые рулевые колонки, ну, тогда действительно вот под занавес года это огромная победа для нашего судостроения. Любители рассказывать про Юру и полимеры, ну, не было в Советском Союзе вот таких технологий. Не было ни технологии сжижения природного газа, крупнотоннажного, среднетоннажного, ни тем более танкеров-газовозов. Почему? Потому что все, что требовалось для советской экономики, для советской энергетики, решалось за счет трубопроводов. Нас это вполне устраивало быстро, надежно и, разумеется, намного дешевле. Что все варианты с СПГ, они, конечно, хороши, но надо все-таки помнить, что на то, чтобы газ сделать жидкостью и вернуть его обратно в нормальное состояние для эксплуатации, уходит порядка 15% того, что было газом.
Если пересчитать всю энергию, которая требуется на охлаждение, на подъем давления и прочее, прочее, то есть из 100 тысяч кубометров, которые вы отправляете на сжижение, 15 тысяч просто уйдут на то, чтобы обеспечить энергией все необходимые механизмы. И обратный процесс регазификации – это еще порядка 5%. И несмотря на то, что вот мембранная система от GTT, да, 0,125% в сутки, но, допустим, если с Ямала поставлять куда-нибудь на юг Китая, потери все равно будут. Здесь надо отдать должное, кстати, Новатэку. Абсолютно логичная, последовательная работа. Да, танкеры стоят в 2 раза дороже, чем обычные, не ледового класса. Для того, чтобы они окупались, нет смысла выпускать их за пределы акватории Северного морского пути. Что гонять по чистой воде вот такие танкеры неправильно. Построены 2 перевалочные базы. Одна под Мурманском, одна недалеко от Петропавловска-Камчатского. И судя по тому, что мы не услышали ни одного сообщения ни от экологов, ни от властей региона о том, что какие-то проблемы возникли, я намекаю на то, что землетрясения на Камчатке в течение этого года все слышали, все видели, и автошоки, и так далее, но ни одного сообщения о том, что произошла разгерметизация емкости вот этой перевалочной базы. Значит, строили хорошо. Это тоже хорошо. Значит, умеем. Вот. Если вот эти инварные сплавы, инварные мембраны мы сумели одолеть, это значит, что открывается перспектива и та, которая уже обсуждалась со Шри-Ланкой о строительстве регистрационного терминала усилиями российских компаний. Все-таки, если сейчас посмотреть на мировой рынок СПГ, то государств, которые СПГ покупают, на планете всего 45. На планете больше государств. Для того, чтобы получить СПГ, нужен регистрационный терминал. Либо мы отдаем это на откуп каким-то другим технологическим компаниям. То есть страна заказывает у нас газ, но вынуждена где-то искать, кто ей построит регистрационный терминал. Либо мы предлагаем все-таки комплексную услугу. Мы везем СПГ на тот терминал, который сами и построим. Криогенные емкости, да, это необходимо. Это то, что действительно немножечко расширяет спектр услуг, которые мы можем предлагать иностранным заказчикам. Не только сам товар, но и услуги. Следующий шаг вполне очевиден. От регистрационного терминала понадобятся трубопроводы, компрессорные станции и когда-нибудь, как вершина эволюции, еще и электростанции газовые. Будем надеяться, что шаг за шагом мы это освоим. Так что, на мой взгляд, новость надо встречать с осторожным оптимизмом. Получилось без участия Samsung, без участия многочисленных иностранных партнеров, нетрадиционных, к сожалению, которые разошлись по своим нетрадиционным делам, по своим нетрадиционным странам. Если мы это одолели, мы молодцы. Будем надеяться, что увидим подробности, а если подробности не увидим, просто следим. Пойдет производство строительство таких танкеров-газовозов в Сирию или нет. Если пойдет, значит, все сделано. Борис Анетович, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро могли вещать на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке. Спасибо, до новых встреч. Всех с наступающим Новым годом и, конечно, держим кулаки за то, чтобы сегодняшняя новость о первом нашем танкере-газовозе оказалась максимально положительной. Будем надеяться, что мы освоили все необходимые технологии. Спасибо за внимание.